Ленин – культовая фигура, стоявшая на рубеже смены типа правления в России и свержения царской власти. Он прожил 53 года и умер 21 января 1924 года. Это он сменил царскую диктатуру на так называемую социалистическую. Это при его власти были зверски убиты и разграблены все представители аристократии и среднего класса. Вот. Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Так, только вот не знаем, можем сейчас брать землю, или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Выгонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели их гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Да. Первый голод в Украине 1921-23 годов – его рук дело. Это при нем появился термин «раскулачить», и было раскулачено огромное количество куркулей, и не только. А потом оставшихся в живых заставили Ленина любить и поставили во всех городах СССР его памятники. Ленина нужно было любить обязательно фанатично и радоваться, что в твоем городе на центральной площади поставили его памятник. Впрочем, его ставили не только на центральной площади и не только в городе. Ленин стоял в каждом селе на улице, в каждом городском и сельском совете, на видном месте при входе и обязательно в кабинетах. Он был в поликлиниках, библиотеках, институтах, в милиции, школе и в садике. В общем, никак нельзя было не любить Ленина. Обязательно в каждом заведении должно было быть несколько бюстов и памятников Владимиру Ульянову. Бюстами дело не ограничивалось. Изображение вождя пролетариата было на всех грамотах, вымпелах, досках почета, а его сомнительные цитаты были обязательны и незаменимы. Например, обязательно в каждой советской школе висела одна и та же цитата, авторство которой приписывалось Ленину, но смысловая нагрузка была довольно узкая, она звучала так: «Учиться, учиться и учиться». Что, впрочем, особо не помогало. Было модно не учиться, наверное, потому что достали. Детей приучали называть Ленина дедушка, хотя внуков у него не было, и даже детей. И вообще предполагают, что его брак с Крупской был фиктивен, а сам Ленин умер от сифилиса. Культ Ленина впервые шатнуло при Горбачеве. Однако никаких визуальных результатов, кроме всплеска гласности, не было, который, впрочем, с помощью нескольких громких убийств с неизвестными исполнителями и заказчиками быстро подавили, как бы по-новому навязывая культ личности, просто убеждая, что нужно любить все эти миллионы памятников Ленину и ничего больше, так как все места заняты. В 2013 году в Украине начался цикл так называемых падений Ленина. Первого Ленина завалили в Киеве, а потом волна прокатилась по всем городам. Ленина расписывали и отбивали голову, а кто-то даже сделал из Ленина торт. Враги трудящихся, помещики и капиталисты говорят: рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас к власти. Спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов надо создать великую Красную Армию труда. Она будет непобедима, если... На сегодняшний день никакой достойной замены Ленина так и не появилось. Вместо Ленина теперь пустота, и неизвестно, можно ли ее заполнить чем-то достойным. Потому что власть все у тех же потомков людей, которые при Ленине пришли к власти с помощью кровавых терроров.